Всем привет! Сегодня оформляю детский торт. Покажу, как сделать рисунок на торте с продолжением в лепку из мастики. Сделаю такого смешного и веселого мультяшного хамелеона. И заодно покажу, как сделать вот такие шоколадные листья. Не забудьте поставить лайк, если вам будет интересно. И начнем! Работать я буду с мастикой домашнего приготовления. Ее рецепт вы сможете найти в описании под этим видео. Торт я уже покрыла мастикой. Итак, чтобы сделать рисунок, который будет иметь мастичное продолжение, первым делом надо определиться, что будет просто нарисовано, а что слеплено. Я собираюсь долепить нижнюю челюсть и верх головы хамелеона, а также хвост. Желательно, чтобы вылепленные детали выходили за границы торта, поэтому начинаю рисунок с верхней челюсти, учитывая, что голова будет выше торта. Для наброска можно использовать любой пищевой краситель, сильно разбавленный водой или водкой. Кисточка самая тонкая, чтобы в случае ошибки легче было смыть эти линии. Далее я просто перерисовываю силуэт хамелеона. Этот рисунок очень простой, поэтому рисую от руки. Для сложного рисунка можно воспользоваться вручную сделанным шаблоном. Если вам интересно, как сделать шаблон для переноса рисунка на торт, пишите это в комментариях. Если желающих будет много, я сниму такое видео. Теперь начинаю мастикой достраивать детали. Начинать всегда надо с деталей, находящихся дальше от наблюдателя. Сначала делаю контур нижней челюсти. Стык лепки с покрытием торта надо хорошо сгладить. Место стыка смачиваю водой и стеком и пальцами сглаживаю мастику, чтобы не осталось видимого соединения. Для головы беру шарик мастики. К низу, где он будет соприкасаться с тортом, делаю его узким, а верх оставляю широким, так как объем макушки надо сделать в реальном размере, чтобы не получилось, как в случае аппликации, плоское изображение. Глядя на картинку, придаю нужные изгибы и приклеиваю голову на ее место. Стеком продавливая нужные линии, обозначаю улыбку, щеку. И, смочив водой мастику, сглаживаю стыки, насколько это возможно. Мастика домашнего приготовления по сравнению с магазинной мастикой хуже поддается сглаживанию, но у нее есть много других плюсов, и я люблю с ней работать. Она для меня удобная, привычная и предсказуемая. Делаю углубление для глаз с двух сторон головы. Из двух лепешек мастики делаю глаза. Правильнее сказать, это такие большие веки, а вот это уже глаза. Дальше из жгутика мастики скатываю хвост спиралью и приклеиваю его к торту. Место стыка также хорошо сглаживаю. По всему телу хамелеона я придам фактуру его кожи, сделаю это кончиком пипетки. Лепка готова. Теперь буду окрашивать хамелеона. Я буду использовать сухие жирорастворимые красители для шоколада. Они хорошо подходят для такой окраски мастики по-сухому, сухой кистью и создают эффект пастели, эффект размытости и дымчатости. Минус в том, что неизбежно краситель будет осыпаться с кисти и может испачкать торт. Но зато в отличие от водорастворимых сухих красителей, эти не наберутся влаги из холодильника и не поменяют из-за нее свой цвет. Но, конечно, можно раскрасить заготовку любыми другими красителями. Хамелеон в основном будет зеленым, но с разноцветными пятнами. Я сначала нанесла все пятна и затем заполнила зеленым оставшиеся фрагменты. Добавляю немного теней, смешав синий с красным. Эти красители не дают фиолетового чистого цвета при их смешивании. Получается такой приглушенно серо-фиолетовый. Контуры рисунка навожу черным гелевым красителем, разбавленным водкой. Такие четкие контуры идеальны для мультяшных изображений, а для более реалистичных картинок я бы растушевала этот контур.
Раскрашиваю зрачки черным. Также подчеркиваю некоторые линии на мордочке и хвосте. Крошечными шариками мастики добавляю блики в глазах. Хамелеон готов. Делаю шоколадные листы. Темперированный белый шоколад окрашиваю в зеленый цвет. Наношу шоколад отдельными порциями на ацетатную пленку. Или можно просто на силиконовый коврик. Разравниваю его поверхность. И вот таким фигурным шпателем для торта делаю насечки от центра листа к краям с двух сторон. В центре обязательно надо оставить нетронутой линию шоколада, иначе лист развалится. Инструментом палочка обвожу контур листа. Листья можно сделать на зубочистке или без нее, в зависимости от задумки. После застывания шоколада снимаю листья с пленки. Устанавливаю листья на торт. Торт готов. Хамелеон поехал радовать маленького любителя рептилий. А я надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Впереди еще много интересного. Пока!